Так, друзья, сегодня мы идем на довольно интересный объект. Кто смотрел влог «Суровые будни», наверняка помнит этот отрывок, где мы слазили на тарелку заброшенную. Это телевизионная станция «Орбита». Изначально в 2020 году мы туда залазили, пытались залезть. Мы туда подошли прямо к воротам, и нас оттуда прогнал мужик. Видать, охранник сказал, что если вы не уйдете, то палкой, нас отпиздит, и все. Но мы оттуда ушли, в общем, сбежали. Мы тогда еще были маленькие, 2020 год. Мне, может быть, тогда лет 15 было. Вот, недавно мы осенью туда ходили, там никого не было. Вообще, эта телевизионная станция нужна для того, чтобы раньше, когда она работала, она принимала спутниковый сигнал из Москвы, телевизионный. Сейчас она уже ничего не принимает, она заброшенная. Мы направляемся до нее. То есть мы там были недавно, может, месяц назад. Там никого не было. Постараемся проникнуть вовнутрь, записать для вас крутое видео, постараться. Нам тоже интересно, мы туда с детства мечтали попасть, посмотреть, то есть полазить, поснимать видос для вас. Так что вот, пока идем до нее, поднимаемся в лес. Так, мы спускаемся к речке, там сейчас покушаем, подкрепимся маленько и пойдем дальше по своим делам. Там вот речка внизу, мы туда спускаемся, и сейчас там будем кушать. Так, разбираемся, как зажигается это чудо техники советской. Она полная. Клапан немножко открутить вот так вот. Попробуй сейчас. И сейчас мы, тушеночку подогреем на огне. Это так называемая смерть туриста примус. Почему так называется? Потому что она при перегреве взрывается. Давай, ага. Так, все, позвонили хозяину данной чудо-техники, разобрались, как это работает, вот, подожгли. Опять не горит. Пока его разожгешь, точно подохнешь, поэтому смерть туриста. Тухнет, да? Да вроде нет. Да опять затухло. А, затухло, паскуда. Греется? Так, все, вроде бы наша еда приготовилась. Давай, держи, придерживай. Ножиком попробуй, да. Вкусно? Покажи рюкзак свой. Так, ты тушенку наваливай. Взял бы ножик. Мяско. Так, пацаны, мы как порядочные граждане убираем за собой мусор, ничего не оставляем на природе. То есть все, лучше с собой мусор забрать, тебе не сложно, зато, другим будет приятно. Не будь свинюгой. Не будь свинюгой вонючей, убирайся за собой, подбирай свой мусор, и нормально все будет.
Все, друзья, мы ворвались на территорию. Ну что, как твои эмоции? Шок. Вот территория орбиты, это приемная станция сама. Вот тарелка телевизионная. Идем, идем. Да, здесь замок, короче, такой, типа. Ага, вон там видно, что, короче, была станция. Вон, видимо, коридор идет. Видимо, сюда кто-то ходит еще, потому что были следы машины возле входа. Машина, походу. Машина? Да, тихо. Или это гул какой-то. Идем. Ты? Не ответил. Подняла аккуратно. Стой. Ну там, видимо, ремонт какой-то шел. Ну, по информации, станция заброшена. Вон радиоприборы советские, пацаны, смотрите. За стеклом вон там. Опа, мина. Это, короче, мина противопехотная. Заминировали территорию. Друзья, ищем проход, чтобы залезть вовнутрь. Тут и залезем. Друзья, мы нашли залаз. Вот кто-то разбил стекло до нас еще. Вот, друзья, нашли залаз. Аккуратно, не порежься. Короче, пацаны, мы залезли вовнутрь. Вот сама станция, короче. Вот приборы советские, радиоприемные. Вот, друзья, сама этот сам центр, который принимал сигналы из Москвы, из космоса. Тут уже, видимо, мародеры все порезали. Смотри, документы, короче, прикинь, ключи чьи-то. А, тут склад с противогазами, да? Гражданская оборона. Вот тоже график работ. Видимо, тут смены работали, дежурили. Фамилии, имена. Техники безопасности. Лаборатория. Все, как у себя дома, лег на диванчик. Игрушечки, книжечки. Это, видимо, кабинет начальника, либо радиста. Девчоночки такие симпатичные, видимо, тут работник развлекался, когда работал тоже. Тут еще стоит тот самый дух советский, смотрите. Фонарики старые. Радиотехника всякая различная. Телефончик, да?
Стоят радиоприборы вот такие, смотри, старые, древние, советские еще. Но все это уже списано, это все уже никому не нужное. И в лучшем случае отправиться в музей, а то хуже еще на металл. Все это сдастся. Пойдем. Подушки. А это центральная комната. Но на самом деле мы сюда пытались еще пробраться, как я говорил, еще в 2020 году. Наконец-то сбылась наша мечта. Мы побывали на этой телестанции, на приемной станции. Документики вот лежат всякие. График работы, слышишь? Был генератор, который давал энергию. Наверняка самые внимательные из вас заметили, что станция вовсе не заброшена. Также прошу обратить внимание на документы, которые лежали на столе. В них указана дата – 2019 год. Это говорит о том, что станцию, видимо, закрыли совсем недавно, но охранник ходит, проверяет. Также в одной из комнат была сигнализация. Мы туда зашли, и она сработала, загорелась красная лампочка. Вообще к этому месту мы отнеслись с уважением. Как я сказал ранее, мы проникли уже через разбитое окошко. И не нужно считать нас законченных вандалов. Все осталось лежать на своих местах, мы ничего не тронули и ничто с собой не взяли. У нас не было плохих целей, мы пришли сюда, чтобы снять для вас видео и сделать фотографии. И если мы кого-то своим проникновением задели или оскорбили, то прошу, извините нас. Все, валим, потому что сработала сигнализация, мы отсюда уходим. Закрывай. Друзья, не обессудьте, мы ничего не украли, с собой ничто не взяли. Это, кстати, до нас разбили, мы сюда пришли, оно уже было разбито. Все, спасибо этому месту, очень хорошее место, таких в Николаевске осталось очень мало. Да, я бы сказал, даже вообще нету. Все, спасибо этому событию, что мы сюда залезли. Андрей, сюда иди. Все, покидаем объект, потому что вызвали, походу, подмогу. Там замигала сигнализация. И мобила тоже в крови, кстати. Аккуратно. А пахнет как? Тайгой. Что, держит нормально? Уже наступил ноябрь, как бы, и лед вроде бы замерз. Да, он толстый, он промерз полностью. Ох, блядь, тихо. Что такое? Я думал, это типа провалилось. Нет, это на рыбаки. А, рыбаки рыбачили, короче. А, ну все, нормально уже, можно будет. Можно пешком ходить. Подводная съемка. Давай, пускай свой телефон. Скользкий лед. Это вот первый лед на Падхе. Все, идем. И ты палку не выбрасывай, ты будешь потом проверять еще. Аккуратно. Подписчиков хочу. Ты что гонишь, нахуй? Я ж за тебя переживаю. Ёб твою мать. Заморался маленько, чуть-чуть. Все, немножко испачкался. Аккуратно.
Так, пацаны, очень интересная история случилась. Короче, у Андрея вещи на даче, но ключи его батя забрал с собой, и поэтому приходится ломать окошко, чтобы забраться в дачу. Это его дача, и получается, что у него нет ключей, и он будет проникать через окошко. Ну, чтобы ехать в город более-менее чистым, у него просто случился казус, у него испачкалась одежда, и вот происходит акт проникновения. Че, готово? А ты же не пролезешь, скорее всего, в него. Не, сверху куда-то. Сверху еще. Так тебе надо банки вскрывать, слышишь? Грабить банки. Магазины, блядь, ларьки. Все, идет. Так, вот, смотрите, то есть получается, что сама дверь, она как бы закрыта на замок, но у Андрея ключей нету. Давай, начали. Все, пролез. Открывай там замок. Ха, здорово. Че, испачкался, ударился?